Итак, доброе утро, ребята. Ой, 8 октября, суббота, тишина, спокойствие. Смотрите, стою на паркинге, никого нету, пустота. Подъезжала одна машина румынская и уехал. Ночью вообще так хорошо отстоял. Все в порядке вроде с этими самыми, с моими машинными делами. Бак нормальный, здесь видно когда-то были порезы. Они заклеены. Тут все в порядке. Номер, да, прикольный. А, нет, это номер прицепа. У меня номер прикольный. 33 БСР-3. Ну, как бы все в порядке, да. Испанец спит. Парень, видно, из Испании. Номера испанские. Что у меня тут с баками? Порядок. Порядок. Эти шланги будут подсоединяться к гидравлике. Но здесь у меня проблема какая-то с зеркалом, только заметил. Видно, ремонтировано не один раз. Вот, какие-то трешнявки, стяжки. Ну, пластики эти. Блин, думаю, что оно шатается? Повернул на хоп и отлетело все. Ну вот мой прикольный номер, ребята. 33 БСР-3. Отличное настроение. Птички поют. Ребята, октябрь, я не знаю, я вот хожу раздетый, грубо говоря, в майке, блин, тепло. Вчера вышел здесь погулять, блин, пошел посмотреть, блин, смотрю там, думаю, кто там, кошки бегают или что, а тут, оказывается, зайцы бегают. Во Франции очень много зайцев, реально, блин. Такой вид. И такая, время уже 9 часов. А эти телепасы, как я их называю, такие свободные. Нету движухи, так скажем. Ну вот здесь зайцы бегали, блин. Тур-тур-тур-тур-тур-тур-тур. Здесь, наверное, яблоки где-то. Зайцы яблоки любят. Хотя нет, это олени любят яблоки. Вот такой красивый вид, вот так надо фотографировать. Хотел. Ночью надо вот так сфотографировать, когда это все горит в огнях. Надо искать пейзажи, так скажем. Ну что сказать, мне 520 километров до места первой выгрузки. Она будет понедельника, сегодня суббота. Надо ехать по максимуму, как я говорил, не останавливаться на полпути. Доехать, там встать уже и поближе уже отдыхать, и в понедельник начать выгружаться. То есть 24 отстоять. Вот. Что еще? Ну так все в порядке. Стоял, блин, спокойно, выспался. Проснулся, не торопясь, уже помылся. Там туалет есть. Кто был во Франции, тот знает, что вот почти на всех телепасах, на этих, но есть, которых нет там туалета, условий. Но почти на всех они есть. Вот, и достаточно удобные, тепленькие. Ну, я там еще не заходил в туалет, я только ходил, помылся. Как бы воды можно набрать себе в каннах. То есть не нужны эти 20-литровые бунжи, блин, я не знаю. Тоже с дуру тогда купил, блин. Так неудобно было ею пользоваться, блин. Она тяжелая, блин. 2 раза у меня упала, последний раз упала так, что трещина появилась, лопнула, блин. Соответственно, лопнула, и все, я уже не мог ничего делать. Ну вот, мужское отделение, женское отделение. Видите, здесь можно воды набрать, какой хочешь. Ну, горячей нету. Писсуары. Это для инвалида. Видите, мыло есть. Все как положено. Смайлики ставить можете. Но очень качественно. Я бы не удивился, если бы еще и душ здесь был бы. Ладно, я еще приду сюда, посуду помою, когда сейчас позавтракаю. Я еще не завтракал, кстати. Пойду кофе сделал, кашу сделал, йогурт съел. Позавтракаю и поеду. Так, тихим храпом, как говорится. Ух. Тишина, блин.
сколько вот, 2 машины стоит здесь, и 2 машины стоят со мной. А, нет, 3 машины стоят. Вот. Так что тихое субботнее утро. А мы сейчас завтракаем и едем в сторону города Парижа. Как-то так. Ну ладно, ребята. Расскажу еще что-нибудь по дороге, как обычно. Что-нибудь придет, какая-нибудь мысля, как говорится. Хорошая мысля приходит опосля. Что, вроде все, ребята. Я готов к выезду. Так, нам 520 километров. Ну что, погнали? Погнали! Погнали на работу! С Витьком разговариваю сейчас. Ну, а тебе тогда предлагали скидку, когда ты покупал первый раз? Вот видите, раз, два, 3 машинки стоит, отдыхает. И со мной еще один. Ребята здесь, наверное, 24-ку стоят, вряд ли 45-ку. Хотя все могут. А может быть просто на 45 минут мы заехали. Нет, там шторы закрыты. Тоже шторы закрыты. Да, отдыхает. Знаете, вот сейчас с Витьком разговариваю. Дружище стоит в Париже. Отдыхает. Причем стоит в Париже на этом самом арабы тут. Место пересылки, что ли, у них тут переодеваются. Заехали бы на паркинг, блин, странно. Ну ладно, это их дело. Так вот, он стоит в Париже, там на каком-то заводе, и будет стоять до понедельника, то есть 2 суток. Он со вчерашнего вечера там стоит. И сейчас пойдет гулять по Парижу. Вот представьте себе, да, вот вы гуляете по Парижу, не потратив на поездку в Париж ни копейки. Более того, вам еще и оплачивают то, что вы, блин, гуляете. Но, правда, сегодня ему не платят, потому что он отдыхает. Как бы у него 45-ка ожидаемая. Вот в этот карман нельзя ставить ничего, там дырка, лучше потеряю. Тем более ключ от машины. Вот. Ну сам факт, да, будет наслаждаться фигней. Что-то у меня как-то надо окна помыть. От этих самых. За вечер у меня тут налетело всякой ерунды. Бабочек, мух. Всего-всего. Вот. Так что, блин, работа действительно интересная. Мне нравится. Я очень рад, что я, блин, поменял образ жизни, работу. Так что все супер. 500 километров до Парижа показывают. Но мы до Парижа не будем доезжать. Мы идем вправо. Чуть вправо по карте и чуть вниз. Ехать мне 7 часов. Половины плюс 1,5 часа, считайте, пауз. Да, нормально, целый день буду ехать рабочий, так что все в порядке. Стартанул я немножко позже, 14 часов сделал паузочку, но имею право на это. Некуда торопиться, так что все в порядке. Сейчас наслаждаюсь погодой, солнышка нету, такая пасмурность, не хмурость, такая пасмурность, да, такая. Приятно, но чувствую, что, блин, небо становится все голубее и голубее, светлее и светлее, но будет солнце. Ну ладно, едем, ребята, как обычно, соблюдая правила дорожного движения. Главное здоровье и правила дорожного движения. Работа это вторично. Она основная вещь, но она вторична. Если все соблюдать, здоровье беречь, работа будет в радость. И приедем вовремя, и все будет вовремя. Погнали!
Что, продолжаем движуху в сторону Парижа. Представляете себе, буквально, видимо, маленький камушек прилетел мне тут в стеклышко. Надеюсь, сразу такая тиньш, отметина, блин. Надеюсь, это не чревато, не пойдет дальше. Надо будет замечать, сейчас так трещина где-то в районе сантиметра. А я сейчас вам покажу. Вот, видите? Вот. В этом месте. Вернем обратно в камеру. Да, где-то сантиметр. Посмотрим. Тень такая, рана, блин. Рана на стекле. Так, а что-то у меня тут с радио. Французы болтают. Ладненько. Коровы такие интересные, не нашего цвета. Помимо того, что они интересные по цвету, они вообще сами по себе интересны. Они какие-то как будто, блин, яркие, наверное, что ли, мне так кажется. Порой. Ну, какие-то интересные, что в Голландии, что в Бельгии. Не наши буренки, так сказать. Понимаешь, когда говорят, что соскучился по буренкам, особенно французы, да, вот эти бывшие русские, которые мигранты еще там, после царской России. После революции, которые, вернее, так скажем, уехали. Похоже, пошел прицеп такой, какой я буду возить со временем. Ну что еще сказать? Знаете, вот я вот все уже как бы в профессию вернулся, все нормально, блин, после отпуска. И то, что на новой фирме, это уже как-то, ну, привыкаю к этим. Но впереди такой волнительный момент знакомства с работой этого прицепа, который идет на зерно, да, потому что там и крышу надо будет открывать, и подключать полы эти на выгрузке, и там стенку, которую надо будет двигать. Конечно, это все вам покажу, но сначала должны мне это все показать. Вот, что еще? И вот такое вот есть волнение впереди, ну, правда, не знаю, когда наступит этот момент, что меня начнут обучать. Но я думаю, что на следующей неделе. Ну, а пока я тут, блин, по Франции борожу просторы Франции. Сейчас еду, как я говорил, в сторону Парижа. И, кстати, топливо у меня, блин, уже скоро будет всего лишь четверть бака. Я думаю, после того, как я приеду, надо будет мне написать Луису относительно топлива, что там и как, где заправиться. Потому что надо будет заправляться какое-то количество. До Бельгии я вряд ли дотяну. Ну или ждать, пока меня... Ну, я буду надеяться, что меня, в принципе, пошлют куда-нибудь в сторону базы, чтобы все эти дела сделать, о которых только что говорил, да, и по дороге в Бельгии заправиться. Ну а сейчас, на данный момент, такое, вы знаете, вот такая свобода, никто не пишет ничего лишнего. Вот есть задание, есть задание. Выполняешь просьбу, потому что вчера, например, я написал, приехал последний самый по погрузке место, сразу пишу ему, вижу, что очередь, я пишу диспетчеру, что я на месте, стою, начало погрузки, третий в очереди, I'm the third. И все, он написал окей. Потом, ну все, а потом написал после погрузки, понедельник, выгрузка там-то, там-то. Но я написал, что я поеду в ту сторону уже сегодня, чтобы завтра быть уже там на месте. Понедельник. Завтра понедельник. Ну так. Все спокойно вообще. Даже позвонил по телефону, блин, ну настолько все. Не знаю, без всяких нервов. Ну,
как говорится. Надо будет мне отметить, вообще отметку поставить. Насколько? Ну, так запомнил, что 107 метров. Так что ладно, едем, наслаждаемся дорогой. Ой, вылазит этот Google помощник у меня на планшете. Ой, ладно, едем, как обычно, дальше. Кстати, блин, сказать, на Айвеке, на этой, у меня есть еще и, я не знаю, как это сказать, это не ручная коробка, она сама по себе автомат, то есть я могу еще им переключать скорости. Вверх, вниз, да, вот эти. Это интересная штука. То есть я могу на горке переключать вверх скорость, ну, вниз скорости понижать, например. Я еще так особо не пользовался, но я вот вижу, что такая фишка есть здесь. В DAF она как бы была, но она, ну, возможность работать с ней не было, как бы, а предназначено было, видно было на ручках там, типа, переключение на мануальный там или еще что-то такое. Но не работала эта система, потому что там урезанная версия DAF была. Тут есть переключение вариант авто, семи и черепашка. Семи это, наверное, типа 50-50, полуавтоматическая. Если 2 раза нажал на D, то получается семи. Ну, полуавтомат, семи-авто. По-моему, 3 раза нажал, получится черепаха. Либо там 2 секунды подержал кнопку, либо в одну в другую сторону. Будет то же самое. Черепаха назад. Задним ходом. Сейчас так не особо интересного ничего не происходит на дороге. Проехали мы между гор. Интернет то появлялся, то исчезал. Ну, нормальная практика. Кстати, вот Теленор, один из таких минусов, он во Франции как-то очень слабо работает. Бывает, что пропадает. В автоматическом режиме я там ставлю какой-нибудь ручной поиск, нахожу такой более-менее оператор, и тогда вроде стабильно работает. Но у меня, повторю, у меня Теленор на 150 гигабайтов шведский. 50 евро плачу за продление. И кто говорит, что через 4 там, месяца он отключится, если ты не будешь в Швеции. Не знаю, я уже в Швеции давно не был. Не, ну хотя, нет, был, когда я был. Ну, Саня мне говорит, что ничего не отключится, все в порядке. Более того, у меня прошел срок 1 месяц больше, что я не возобновлял его. И меня не отключили. Саша мне его возобновил через 1,5 месяца. И все нормально. 50 евро, 150 гигабайт. Блин, сейчас такие как бы полусерпантины проходим. Вверх, вниз, вправо, влево, вверх, вниз, вправо, влево. Как в армии, блин. Левый, левый, правый, правый. Ать-два, ать-два, ать-два. Интересно, такие классные видоны, блин. Кони, лошади, лошадки. Сейчас у нас какой-то городок справа. Вейрзон, что ли? Направление такое. Хотя, может быть, не Пико знает. С правой стороны, да, городок. Клермонт. Лазаре. Сейчас посмотрю, вот. Будем его оставлять справа, или мы пойдем через него. Клермонт. Да, Клермонт. Мне это ничего не говорит, не знаю, как вам. Такой большой городок, в принципе.
Да, я, наверное, через него мы пойдем. И через 10 километриков у нас будет первая, наверное, остановочка. Да, я там полтора часа проеду, на минут 15 встанем. Перенапрягаться-то не надо. Правильно. Спокойно едем. В 17:57 мы будем на месте. Типа. Но... Ну, говорю, полтора часа, если еще прибавить. Это будет мое время. Но я, конечно, не поеду прямо на место выгрузки. Мне это нафиг не надо. Потому что мне же стоять паузу. Так, для разведки, но... Не буду же стоять в городе паузу. Мне надо стоять на каком-то нормальном паркинге. Сейчас заодно, кстати, проверим паркинги. Насколько они забиты по дороге. Я как-то сейчас ехал, не обращал внимания вообще. Потерян сигнал GPS. Просто болтают то с женой, то с Витьком. Витек пошел по Парижу. Говорит, оказывается, в Париже уже как 2 года, он сказал, когда там у барменши он спросил, 2 года запрещены прокатные, самокатные, закрыты, короче, фирмы эти, да, которые прокат электросамокатов. На приватных, говорит, можно кататься. Вот это еще одна такая вещь, которая дает повод для рассуждения, что очень полезная штука, либо велосипед, либо вот этот самокат. Приобрести его, они сейчас недорогие, есть где зарядить, едешь и заряжай спокойно, без проблем, и все будет нормально. Я уже видел, как драйвера на самокатах на этих катаются. Да, вещь хорошая, удобная. На сколько? На 20, на 40 километров зарядки хватает. На речку проезжаем. Не обратил внимания, как называется. Ну, красиво, красиво, согласитесь, вообще. Вот, дороги красивые, хорошие, отличные вообще дороги, блин. Тут, наверное, про ямы даже такое не знают. Даже не знают, что такое, блин. Я не говорю про российские какие там дороги. Хотя, говорят, сейчас там, блин, уже хорошие дороги. Но латвийские, это, блин, жестоко. Это жестоко. Это, блин, повод, блин, для огорчения. Да, арочка, мост арочка. Вот люблю я такие мосты проезжать. Реально красиво, прохладно. Кстати, за бортом у нас 19 градусов. 19. Я вот не могу понять, где тут расход топлива он показывает. Дисплей. Надо найти расход. Вот здесь, по-моему, расход. 19 градусов. 93, что ли, литра расход? Да ладно, не может такого быть. Это скорость. Расход. Да ладно, блин. Что это за расход такой? Что 23,1. Как-то, блин, 90 литров расход топлива, блин. Не может такого быть. Не, это не может быть. Это может быть остаток топлива. Что-то как-то я, блин... Блин, не могу разобраться, что он тут имеет в виду. Или может быть тут не литров на километр, а что-то другое имеется в виду. Надо будет поинтересоваться, что это за расход такой.
Да, поковыряться надо, короче, в менюшке, понять, что это значит. 73,9. Что, на подъеме такой большой расход? Да не может такого быть. Немножко я шокирован, немножко. Ну подожди, 90. Интересно. Ладно, разберусь, блин, ребята, что-то как-то мне... Ну да, вот сейчас нормально. А 190 литров средний расход топлива получился? Да ладно. С чего это так? Мне кажется, что надо его как-то сбросить и смотреть. А здесь, может быть, вообще там, может быть, она очень долго где-то тарахтела. Что-то там типа... Ну да, был какой-то момент, блин, там 100 литров было, ведь сейчас снижается. Может быть, я сейчас его понижаю. Надо сбросить как-то эти данные. Я думаю, что она где-то, блин, может быть, какое-то количество времени тарахтела, блин, на холостом ходу до меня. Я уже даже проголодался, да, надо остановиться и покушать. И кофе попить, покушать. Ладненько, поехали дальше. Вот я заехал, ребята, сейчас на паркинг. Было одно место, на него невозможно просто было заехать. А вот с левой стороны, я смотрю, паркинг полный. Полный паркинг, блин, однако. Да, что-то как-то, блин, надо сбросить, блин, как-то действительно реально 90 литров расход. Как так может быть? Что-то выключился. Так что будем, следующий паркинг 30 километров. Что-то выключился. Навигатор отключился здесь. Будем уменьшать расход, либо надо сбросить и смотреть. Ну, блин, как-то очень странно. Где-то надо как-то сбросить. Неужели что-то неправильно делаю? Нет особенного. Ладно, едем дальше, будем разбираться с меню, как это сбросить. Нашел я, нет, ребят, не туда смотрел, 95 это что-то, я не знаю, что это такое. Это не может быть средняя скорость 90 км в час. Никто знает, что это означает. 95 не знаю, а вот скорость показывает 29 литров. Да, там ниже. Трип 1 за 3231. Надо как-то сбросить, мне свой поставить трип и с моей свою скорость. Потому что 3000 я вряд ли проехал. Сомневаюсь, что я столько проехал. 1200, ну максимум 1500, ну 2000. Да, надо где-то попробовать сбросить, посмотреть. Где-то сбрасывается, так что все, я успокоился. Тут, блин, 90, нифига
Нифига себе. Ну что, скоро следующая у нас попытка ставить на паузу. Через 6 километров. Поедем, посмотрим. Ну что, 400 метров остается? Будет место, не будет? Может там заезд хоть нормальный? Просто там такой, это, блин, мне эта заправка, это какая она там называется, это вообще не нравится, она какая-то, блин, непонятная с ней все время какая-то творится, блин. Как она там называлась, что, блин, приезжал, забыл. Сейчас посмотрим, просто там нету возможности заехать и заехать нормально, непонятно, туда поедешь, там не проедешь, а мимо проедешь, вообще никуда не проедешь. Или проложить? Ну, блин, тоже нету места. Или есть? Не, нет. О, этот задом едет. Чудик. Блин, ты сейчас... Хохол, что ли? Нет? Украинец, точно. Как? А, нет, украинец, Люка. Это же это самое, блин. Англия, United Kingdom. Поедем дальше. Я что-то уже проголодался совсем. А вот напротив стоянка. Паркинг. Одно место есть напротив туалета. В елочке. В елочке ничего нету. Ну вот, ребята, такая вот ситуация. Не, в елочке есть тоже два места. Следующая, блин. Еще когда-то. Сейчас скажу. 17 километров. Вот там уже Эско заправка. Может, там будет место. Сколько мне еще? 2:30 ехать. Да, надо остановиться. Не на 3, на 15 минут, на 45 минут. Вот, ребята, на этом паркинге что-то есть. Вот я сейчас заезжаю. Есть место, блин. Раз, два, три, 4 места. Видно, стояли тут. Литовец стоит, одни литовцы. Тут литовец. Стояли машины, видно, ночью, уехали. Поэтому один коллега стоит так. На 45. Или проложить? Как бы это сказать, мягко. Ну, позади всей команды, так скажем. Все, приехали, ребята, на паузу. Постояли мы паузочку субботнюю. Французы кофе пьют, отдыхают. Погода, видите, отличная, солнышко уже. Разобрался я с меню. Ну как разобрался? Уже залез в меню. Поменял язык. Ну, хоть и английский был, но на русский поставил. Сбросил показания свои. Вот. И буду сейчас наблюдать. Короче, меню. Тут еще, оказывается, адаптивный работает. Можно еще устанавливать расстояние до машины. Вот что интересно. Я нашел, как это делается. Все это есть на руле, блин. Короче, осваиваюсь. И если убрать комфорт, а именно, ну, немножко тесноватый холодильник, то мне Ивеко нравится уже. Реально, ребят. Очень такая
интересная машина. Электроника здесь. Компьютер, короче. Управление. Блин, есть такие нюансы, очень такие, блин, классные. Мне нравятся. Я думаю, что я в конце вообще полностью разберусь с этими компьютерами. Где, что и как. Будет вообще здорово. Так, теперь мне нужно переключиться на мою. Там, где... Опа. И вот здесь я могу, блин, показывать, сколько... Нет, где-то... О, вот этой стрелочкой вверх-вниз я указываю расстояние до машины. Управление адаптивным круиз-контролем, так сказать. Блин. Удобная штука. Поставим 4 палочки. Я так понимаю, это как раз для расстояния до ближайшей машины. Причем он показывает, сколько она едет, с какой скоростью, и сколько-то ньюметров. Ну ладно, сейчас, блин, пока не будем отвлекаться, а то моя скорость растет, а не той машины, которая передо мной. Например, хопа, передо мной машина стала. Оба-на, он показывает 43 метра, 115 километров в час тут движется. Зашибись. Итак, что у нас есть? 350 километров, 5 часов езды. Нормалек. Отстояли полностью паузу 45-минутную. Я думаю, часика через 2 мы сделаем еще одну паузу. Ну, может быть, через 3 посмотрим. Не, через 2, потому что потом через следующие 2 я уже буду где-то останавливаться. Уже там искать место. Я не знаю, как я там съеду, по какой дороге поеду потом. Я еще не смотрел внимательно на эту самую, на свой маршрут. Но сам факт, что так буду делать. Короче, еще я... Да, буду смотреть, сколько у меня литров. Сейчас пока показывает 53 расход средним. Но он будет уменьшаться, я думаю, до 29 уменьшится, а там уже будем смотреть. Просто интересно самому понаблюдать. Ну и бензина у меня осталось, блин, четверть бака. О, бензина, дизеля, топлива. По крайней мере, когда в гору идем, чуть больше, чем четверть бака. А еще половина этой четверти, тогда уже будет красная линия. Мы сейчас из горы пойдем. Ну да, чуть-чуть больше четверти. А это примерно, если учесть, наверное, бак 700 литров. Ну, я так говорю, может быть больше. Разделить на 4, это получится где-то 180, да? 175 литров остается. Ну, если учесть, возьмем средний, как я брал на дафе, 30-ник, то это 500, ну, 600 километров. Радио выключилось. Покушал я Наташиных вкусных отбивнушек с хлебушком и чайква выпил. Кофе не пил. Пора уже приземляться. От кофе отказываться, поменьше кофе пить. Только утром и при необходимости. Париж 315. Короче, утолил голод, червячка заморил. Да, Витек там по Парижу на Монмарт пришел, говорит, это барахолка. Дофига всяких вещей, говорит, можно купить оригинальные часы, любые, буквально любые, в упаковках за 20 евро. Адидас за 20 евро. И инструмент, он говорит, там есть. Да, инструмент это хорошая штука. Мне тоже надо инструмента прикупить, конечно.
Шуруповерт у меня есть, перфоратор у меня есть. Мне вот всякие нужны будут там типа пилы, фуганки. Кстати, хороший набор ключей мне не помешает. Мне лично. Да, интересно. Дисплей можно переключать. Я вижу расстояние и скорость его. Я так понимаю, что вот это вот и есть переключение функций расстояния до машины. Надо будет просто как-нибудь проверить. Ну, обратить внимание, как он работает. Какая-нибудь фура меня обгонит. Что такое 90,5, я даже не представляю. Что такое 90,5? Что это может быть? Пока не представляю. Но понимаю, что лимит, знаю, что как можно лимит установить теперь. SL кнопка — это speed limit. Не помню, говорил я вам или говорил Вите. Короче, speed limit у него стоит 85 по умолчанию. То есть максимальную можно там, ну, как на круизнике, что ли, сделать. А если ее включаешь, то есть когда она в выключенном положении, а если включаешь ее, то она становится на том положении, в которое ты включил, на той скорости. Но не на больше. Например, сейчас какая-то скорость у меня, кроме скорость не показывает здесь. Но по-любому, вот сейчас у меня скорость, да, даже больше 85, он все равно не включит мне больше, чем 85. Меньше включит. Да, но зато здесь он не показывает скорость мою в электронном виде. Поэтому мы будем использовать ту другую, которую мы привыкли использовать, где скорость показывает. Вот здесь. Там, где у него стаха работы идет, как бы и скорость. Да, он тут показывает и паузу. Только не понимаю, время вождения и время работы, что ли. Наверное. Ладно, ребятки, это все я разбираюсь, сам с собой разговариваю, ну и вам рассказываю, как я тут с меню разбираюсь. Потому что общался с коллегой в первый же день. Он, походу, вообще ничего не это самое. Не пользуется никакими кнопками. Наверное, ну, не дружит, видимо. Потому что удобство. Это для удобства сделано, для водителя. Ну все, ладно, едем. Там у нас камера впереди какая-то. Спид тест. У нас тут нормально, мы едем нормально, с нормальной скоростью разрешенной. Мы соблюдаем правила дорожного движения? Соблюдаем. Также нечего там бояться. 15, 38, 60 до паркинга. Кстати, нормально, паркинг еще. Я подъехал, одно место было, потом от меня машина уехала, еще одна уехала, потом одна приехала. То есть здесь такой паркинг, не стоят они, видно, 24-ки. Ой, 45-ки, хотя зашторенные, есть зашторенные машинки. Ну все, ладненько, гоним дальше.
сейчас меня обгоняет машина, посмотрю, как отрабатывает этот круизник. Адаптивный. Сейчас он его поймает, хопа, поймал, 90 километров, у него скорость, 27 метров, 30. Он уходит, да, у него скорость побольше у меня. 50, но он уходит, да, у него скорость 91 километр. Ну, 90, можно сказать. Но понаблюдаю чуть-чуть я за ним. Не, он уходит. Надо мне догнать кого-нибудь, тогда обратить внимание на это дело. Ну вот расход упал 29,4. Километров я проехал, он уже сосчитал 29,3, или он падает сейчас еще понемножку. Я думаю, когда соточку проедет, примерно покажет. Да, 29,2 падает расход. Ну да, потому что не может такого быть, чтобы у меня был расход 30, 29,6 было. Я не возил еще тяжелые грузы, я думаю, где-то в районе 23-24 должен быть расход. Ну, я не знаю вообще, какой веки, конечно, расход, но так, я думаю. Ну, я уже пугался, думал, что это за 90,5, что это за расход бешеный. Сейчас у меня всю мою зарплату высчитают, скажут, что я слил. Я уже думал, может, это там дырка у меня, блин, в баке. Ну что, вот свернул я уже с магистрали на такую, так называемую, националку. Но это еще не заключительная националка. Еще будет пункт оплаты один. Я смотрел по обзору. И потом будет националка. И потом будет второй пункт оплаты, и уже тогда националка. А вот сейчас мы здесь попробуем встать, сходить в туалет. На таком паркинг-плейсе, видите, с мусорником. Надо, кстати, мусорник выбросить. Мусор выбросить. Не мусорник выбросить, конечно, а мусор. Мусорник не надо выбрасывать. Мусорника у меня нет, у меня мусорные мешки. Надо подальше проехать, чтобы кто-нибудь... Какая полная француженка. Таких редко встретишь, они обычно такие худенькие, стройные, как говорят. Но везде все бывает. Так что вот сейчас я на минут 15 все-таки сделаю паузочку.